Я решила записать видео о том, как пользоваться моей программой для выявления так называемых сетевых мотивов, то есть таких подграфов, которые встречаются в графе сети значительно чаще, чем в рандомизированных версиях этого графа. Для начала необходимо скачать программу из моего репозитория MFS View. Как вы можете видеть, внутри репозитория содержится помимо исходного кода документация на английском языке, впрочем, как и на русском, а также сам файл программы, проекты, в том числе Maven проект. Скачать репозиторий можно, нажав на зеленую кнопку Download. Скачивается зиповский архив программы. Скачиваем. Открываем папку, где находится архив. И разархивируем его. Теперь можно запустить программу. Открывается главное окно. В этом окне можно изменить параметры расчета. Выберите размер исследуемых подграфов. Пока это 3 или 4. Выберем граф из тех, которые доступны. Хотя вы можете скачать любой другой граф в интернете и загрузить его в программу. Ссылки на базы графов я выложу. Выбираем граф Regulon. Справа вы можете задать параметры рандомизации графа. Здесь можно обратить внимание на поле Randomize Graphs. Это наиболее значимый параметр. Установив здесь двойку, мы можем как бы говорим, что нужно будет дважды выполнить рандомизацию графа. Процесс идет. Сначала рассчитываются частоты встречаемости в оригинальном графе. Потом происходит рандомизация графа, далее рассчитываются подграфы в рандомизированном графе, потом те же шаги выполняются для второго рандомизированного графа. Позже мы сможем сравнить, какие подграфы чаще встречаются в оригинальном графе по сравнению с их встречаемостью в рандомизированных версиях этого графа. В этом и заключается суть исследования сетевых мотивов. Присущие графу исследуемой сети подграфы называются статистически значимыми или сетевыми мотивами. Итак, как видите, процесс может занять достаточно много времени, причем в данном случае именно на рандомизацию графа. Сам расчет встречаемости выполняется путем использования разработанной мной ускоренного алгоритма, поэтому в опциях алгоритма выбран переключатель Sampling Frames, а не Full Enumeration. То есть, что означает полный перебор подграфов. Также еще используется распараллеливание. Рандомизация выполняется в однопоточном режиме, то есть есть еще что ускорить. Ждем. Процесс завершен. Можно запустить окно просмотра мотивов. Отобразим найденные подграфы. Отсортируем подграфы по их встречаемости в оригинальном графе. Можно посмотреть найденные сетевые мотивы по одному из критериев. Например, те, у которых показатель R' больше заданного. Например, если мы зададим параметр больше 2. Это значит, что подграф статистически достоверно в 2 раза чаще встречается в графе исследуемой сети, чем в ее рандомизированных копиях. Как видите, существует только один такой сетевой мотив, так называемый feed-forward loop мотив. Мотив, характерный для генных сетей. Один ген влияет на другой напрямую и посредством третьего гена. Таким образом, мы анализируем граф сети и вычленяем сетевые мотивы, выявляем сетевые мотивы. После завершения анализа мы можем сохранить или загрузить другие результаты. Мы сохраняем наши результаты. Мы их сохраняем в папочке, необходимой вам. И в нашем примере назовем его Regulon 3 CSV. После этого можно будет выбрать другой граф и провести расчеты по нему. Давайте попробуем еще посчитать граф, например, VKUM-GTU. Для разнообразия будем искать 4 мотива уже. Только уменьшим число рандомизированных графов, так как в прошлый раз было достаточно долго. Поставим 1, да? Расчет пошел. Граф VKUM-GTU это не ориентированный, возможно 6 различных мотивов, 4 мотива. Расчет тоже проходит быстро.
Как видите, здесь... запускаем, да, окно. Как видите, здесь 6 подграфов. Выделили мотивы по показателю R'. Можно было бы выбрать другие критерии для выявления сетевых мотивов. Дополнительно про то, как считаются критерии R и Z-score, я выложу ссылки. Про R' я, возможно, запишу видео дополнительно.